Всем привет! Сегодня готовлю перекусы, которые удобно брать с собой в школу, на работу, в дорогу или на природу. Будет несложно и вкусно. Обязательно найдете здесь что-то для себя. Вот это овощные маффины. По сути своей это не совсем маффины, но у нас прижилось такое их название. За основу можно брать любые овощи. Я чаще всего готовлю из одного и того же набора, самого подходящего на мой взгляд. Это обязательно болгарский перец. Его, как и все остальное, режу мелким кубиком. Цукини. Немного, граммов 150. Один некрупный томат. Если кожица не очень грубая, ее можно и не снимать. И немного грибов. Если готовлю для детей, грибы не добавляю. На сковороде в масле обжариваю все овощи сразу. Затем накрываю крышкой и тушу на медленном огне до готовности. Добавляю соль, немного перца, перемешиваю все и снимаю с огня. После этого к 60 граммам сливок жирностью 15-20% добавляю немного соли, столовую ложку с горкой муки и перемешиваю. Затем вбиваю 6 яиц и слегка взбиваю массу. В формочке, смазанной маслом, выкладываю овощную часть, примерно по столовой ложке на порцию, и заливаю яичной смесью, немного не доходя до края. Здесь подойдут любые порционные формы для кексов. Выпекать буду при 160 градусах минут 20. Вот так они поднялись и выбрались из формочек, но через пару минут опадут, это нормально. Извлекаются без каких-либо трудностей даже из сложных форм. Приготовить можно вечером, а утром взять с собой. Они очень сытные, вкусные и сочные. Отличный вариант для быстрого перекуса. А для рецепта самого вкусного сэндвича мне понадобится мясо. Вкуснее всего будет из филе куриного бедра. Его нужно слегка отбить через пленку. Затем посолить, добавить перец и сушеный чеснок. Обжариваю на сковороде в масле с двух сторон до готовности, в зависимости от толщины кусков, по 2-4 минуты с каждой стороны. Затем в эту же сковороду аккуратно разбиваю 2 яйца, стараясь не повредить желток. Спустя 1,5 минуты яйца солю и осторожно переворачиваю. Огонь должен быть небольшой. Доготавливаю не дольше минуты и снимаю с огня. Затем на сковороду отправляю 2-3 порезанных на половинки зубчика чеснока и немного розмарина. Обжариваю здесь ломтики пшеничного хлеба с двух сторон до золотистого цвета. Для соуса майонез смешиваю с горчицей. Майонез я использую домашний, рецепт есть на канале. Горчица у меня достаточно острая, поэтому я положила всего 2 ложки. По вкусу можно добавить и зелень. Я добавляю мелко порезанный укроп. Пекинскую капусту нарезаю по размеру хлеба. На 2 порции беру 4 листа. Еще нарезаю помидоры и маринованные огурцы. Собирать сэндвич буду сразу в пергаменте. На хлеб наношу соус, затем пекинскую капусту, снова соус, помидоры, мясо, огурцы, яйцо, на него соус. Затем пластинку плавленного сыра, накрываю листом капусты, еще немного соуса и сверху хлеб. Довольно плотно оборачиваю пергаментом для того, чтобы сэндвич хорошо держал форму. При необходимости можно обернуть в 2 слоя пергамента. Покажу, как эти сэндвичи выглядят в разрезе. Очень аппетитно и, как видите, невероятно сочно. Влаги добавляет и жидкий желток. Можно и на пикник взять, и на работу, и в дорогу. Сочетание таких компонентов очень удачное. Есть у меня еще один вариант сэндвичей с вкуснейшим соусом. Его использую в разных рецептах, но к сэндвичам, бутербродам и гамбургерам особенно удачно подходит. 100 граммов сыра я натираю на терке. У меня сыр гауда. Также хорошо подойдет российский сыр или чеддер. В ковшик с толстым дном наливаю 100 граммов 20% сливок. Сразу к ним отправляю натертый сыр и включаю умеренный нагрев.
Через минуту-другую сыр начнет плавиться в сливках, а вскоре станет однородным соусом. Густоту его можно регулировать увеличением сливок или сыра, но для меня соотношение 1 к 1 самое оптимальное. Сюда можно добавить сушеный чеснок, мускатный орех, орегано, зелень и другие добавки и специи по вкусу. Каждый раз будет новый вкус. А я в этот раз добавила совсем немного горчицы. Не хочу перебить его сырный вкус. Пока соус немного остывает, успею подготовить и все остальное. Хлеб нарезаю вот таким образом. Не прорезаю до конца, чтобы в итоге получить своеобразный кармашек. Такой сэндвич удобнее будет есть. Обжариваю его с двух сторон на сковороде без масла до золотистого цвета. Теперь нарезаю половину огурца. 2 яйца режу кружочками. Чтобы удобно было брать с собой, сразу подготовлю пакетик. Оборачиваю хлеб не очень плотно в пергамент. Подгибаю несколько раз снизу. И готово. На лист пекинской капусты наношу немного соуса. Затем на одну половину балык или ветчину, ложечку соуса. Теперь яйцо. Снова соус. Огурец. И складываю как книжку. Хлебную заготовку хорошо промазываю изнутри соусом. Помещаю туда начинку и готово. Удобно, вкусно, быстро и несложно. Этот же соус я буду использовать и для следующего рецепта. Мне понадобятся булочки для хот-догов. Их можно купить или испечь дома. Рецепт подходящего теста есть у меня на канале, ссылка в описании. С помощью ножа и ложки убираю мякиш из середины. Теперь займусь наполнением. Разбиваю в чашу 2 яйца, добавляю немного соли, перца, петрушки и взбалтываю вилкой. На сковороде обжариваю сосиску до золотистой корочки. Затем ее убираю и выливаю сюда яичную смесь. Через пару минут переворачиваю яичный блин и посыпаю тертым сыром. Кладу сюда сосиску и заворачиваю ее в блин. Сверху нужно немного придавить, чтобы этот рулетик не развалился. На булочку наношу кетчуп. У меня домашний, но, конечно, подойдет любой, какой нравится. Теперь сюда немного маринованных огурчиков, порезанных соломкой, и основную начинку. Дополняю сырным соусом и закрываю. Очень аппетитно и вкусно смотрится. А вот так выглядит в разрезе. И последний на сегодня рецепт. Очень простой, но от этого не менее вкусный. Натираю на терке сыр. Любой подойдет, какой нравится. Некрупный помидор режу не очень тонко. Еще мне понадобится тонкий лаваш. Я порезала его вот на такие фрагменты. Каждую полоску нужно хорошо пропитать молоком. Наношу на один край творожный сыр. И помещаю сюда кусочек помидорки. Подворачиваю. Теперь натертый сыр. Сверху зелень. Снова подворачиваю, но теперь уже до конца. Если остался лишний фрагмент лаваша, можно его отрезать, чтобы не мешался. Теперь приготовлю кляр. 2 яйца солю и взбалтываю вилкой. Взбивать не нужно, нужно просто разорвать связи внутри белка. Затем обмакиваю в яйце подготовленные треугольники. В сковороду наливаю масло и разогреваю. Кстати, во всех сегодняшних рецептах совершенно не обязательно брать сковороду-гриль, подойдет и обычная. Выкладываю сюда заготовки и обжариваю по паре минут с каждой стороны на умеренном огне. Я такие треугольники обычно тоже заворачиваю в пергамент, для меня так удобней. Это и правда вкусно и просто. Такие перекусы выручают, когда нет возможности полноценно пообедать, будь то работа, учеба, небольшой пикник, прогулка, да все что угодно.
Все получается очень вкусно и довольно сытно. Попробуйте приготовить при случае, а я буду ждать ваши отзывы. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.